Про британского великана Triumph Rocket 3 слышали, наверное, все любители двухколесной техники, но мало кто знает, с чего все началось. Сам проект стартовал еще в 1998 году с большого количества исследований, особенно в США, где круизеры сильно ценились и очень хорошо продавались. На этот гигантский рынок захотели попасть практически все мотопроизводители, включая, собственно, и Triumph. Тогда основными конкурентами были Harley-Davidson Ultra Glide и Honda Goldwing. Поэтому первоначальной идеей компании было разработать круизер с двигателем 1600 кубических сантиметров. Однако японские конкуренты не дремали, и Yamaha выпустила Roadster Warrior объемом 1670 кубических сантиметров в 2002 году, а Honda выпустила VTX 1800. Поэтому компания Triumph решила сделать ставку на еще больший объем и выпустить круизер с двигателем 2,3 литра. Изначально рассматривалась рядная четверка и V6, но из-за их больших размеров инженеры остановились на рядном трехцилиндровом двигателе, который был построен летом 2002 года и испытан осенью. Его объем составлял 2294 кубических сантиметра, и располагался он не как обычно поперек мотоцикла, а продольно. Благодаря специально разработанной инжекторной системе, форсунки которой имели несколько отверстий, а также двум свечам на цилиндр, Rocket 3 уже при старте продажи в 2004 году соответствовал нормам выбросов Евро-4. Силовая установка выдавала 140 лошадиных сил максимальной мощности, а крутящий момент составлял сумасшедшие 200 ньютон-метров, которые были полностью доступны уже на 2500 оборотов в минуту. И несмотря на снаряженную массу в 350 кг, эта махина разгонялась до 100 км в час всего за 3,5 секунды. При этом компания заявила средний расход топлива всего 6,5 литров на 100 км. Максимальная скорость мотоцикла составляла 220 км в час. После выхода Rocket 3 получил звание мотоцикл года, который обладал самым большим серийным двигателем. Несмотря на такие размеры, двигатель работает невероятно плавно, так как балансировочный вал и задний карданный вал вращаются против коленчатого вала, что максимально гасит вибрацию. А этот восхитительный и неиссякаемый поток мощности можно легко контролировать, используя всего два пальца, так как Rocket 3 имеет низкий центр тяжести и удобное положение при езде, что обеспечивает прекрасное чувство равновесия и просто несопоставимую его внушительным размером управляемость. Он проходит повороты, которые заставили бы большинство круизеров дергаться. Это делает Rocket 3 по-настоящему удобным мотоциклом, который одинаково легко управляется что на городских улицах, что на серпантинах. Подвеска была разработана специально для гиганта и состоит из передней 43-мм перевернутой вилки и двух амортизаторов сзади. Тормоза под стать мощности и размерам мотоцикла. Это два 320-мм диска с 4-поршневыми суппортами спереди и один 316-мм диск с двухпоршневым суппортом сзади. В 2010 году компания выпускает более зловещую версию своего флагмана, модель Triumph Rocket 3 Roadster, ключевым изменением которого является новый внешний вид мускул-байка и модернизированный двигатель, который вкупе с новой выхлопной системой увеличил и без того внушительные показатели крутящего момента на 14%, до 221 ньютон-метра при 2750 оборотах в минуту. Мощность тоже увеличилась на 6 лошадок.
и стала составлять 146 лошадиных сил при 5750 оборотах в минуту. Благодаря этим показателям Roadster Rocket 3 реагирует на открытие газа быстро, четко и уверенно, на любой скорости и на всех передачах. Вне зависимости от модификации, будь то стандартный Rocket 3 или Classic или Roadster, эта ракета привлекает к себе много внимания. Другие байкеры, водители автомобилей, пешеходы, даже дорожные инспекторы все хотят узнать об этом звере побольше. По сути, Rocket 3 не похож ни на один другой мотоцикл. Да, есть много больших и мощных круизеров, но британец имеет свой эксцентричный стиль, волшебный двигатель и просто невероятную управляемость.